Мужчина спас кошку со скалы, но через несколько минут произошло нечто ужасное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. На сухих равнинах заповедника Серенгети полуденное солнце окрашивало мир в золотистые тона. Вдали красовались каменистые горы. Двое рейнджеров, Самуэль Нгоми и Лейла Карим, ехали на пикапе по красной пыльной дороге. Жаркий воздух внезапно прорезал странный стон, отдавшийся эхом от каменных глыб. Самуэль нахмурился и поднял руку, давая знак остановить машину. Лейла замерла, вслушиваясь в каждую вибрацию звука. Стоны становились все явственнее. В них звучала мольба и отчаяние, от которых оба мгновенно напряглись. Они быстро выскочили из машины. Их тяжелые ботинки хрустели по сухому гравию, когда они углубились по тропе. И тут перед ними предстала пугающая картина. Небольшая кошка опасно висела на краю обрыва. Ее лапы дрожали, слабо цепляясь за гладкий камень. Тонкое тело вот-вот могло сорваться вниз. Ни одного другого животного рядом не было. Лишь свистящий ветер гулял среди пустынных скал. «Если мы задержимся, она упадет», — выдохнула Лейла. Самуэль кивнул, принимая решение, без промедления. Он бросился к самому краю. Лежа на животе, он обхватил передние лапы кошки обеими руками. Животное тихо мяукнуло, но его зеленые глаза блеснули скорее умоляюще, чем свирепо. Лейла резко развернулась и побежала к машине. Через мгновение она уже мчалась обратно, сжимая спасательную веревку. На краю скалы. Камни осыпались вниз, ускоряя биение сердца Самуэля. Его руки онемели от страшной тяжести, но он стиснул зубы и не отпускал. Пот струился по его загорелому лицу, покрытому красной пылью. Лейла присела рядом, провела веревку вокруг груди дрожащей кошки и завязала ее в крепкую петлю. Затем с силой дернула, фиксируя положение. Другой конец она обмотала вокруг старого баобаба, растущего прямо у обрыва. Они начали тянуть синхронно. Их мышцы напрягались и горели от усилия. Кошка пыталась вонзить когти в камень, поддерживая тягу людей. Тяжелое дыхание человека и животного смешивалось с гулом падающих обломков. Секунды тянулись вечностью. Никто не смел отпустить. Наконец, спустя мучительные 15 минут, тонкое тело кошки удалось вытянуть на край. Она рухнула на землю, ее живот был рассечен глубокой царапиной. Рейнджеры перевели дух, в то время как кошка тяжело дышала, но ее зеленые глаза оставались прикованными к спасителям. В них не было свирепости, только истощение и странная благодарность. Самуэль вытащил аптечку и протянул ее Лейле. Они решили обездвижить кошку, чтобы безопасно обработать рану. Лейла ввела препарат. Кошка постепенно погрузилась в мирный сон. Рейнджеры очистили рану, остановили кровь и перевязали живот. Затем, работая вместе, они подняли легкое тело и уложили его на заднюю платформу пикапа. Машина тряслась, продираясь по ухабистой дороге среди скал. Все это время Самуэль держал ладонь на груди кошки, проверяя дыхание. Спустя час пути они добрались до ветеринарной станции в Серенгети. Два врача уже ждали. Сообщение о чрезвычайной ситуации пришло заранее. Кошке дали обезболивающее, чтобы облегчить судороги. Осмотр показал, рана глубокая, необходимо срочное ушивание, иначе начнется заражение. В ярко освещенной операционной. Металлические инструменты звенели в руках врачей. Самуэль и Лейла стояли у двери напряженные и молчаливые. Операция длилась полчаса. Каждая минута тянулась как вечность. Наконец, последние стежки были наложены, а поверх бело-серой шерсти появилась аккуратная белая повязка. Кошку перенесли в просторную железную клетку, подключив к монитору. Ровный писк прибора принес облегчение всем присутствующим. Ночь прошла, и ее дыхание стало ритмичным. Самуэль не отходил от клетки, его глаза усталые, но не смыкающиеся. На рассвете кошка поднялась на лапы и сделала несколько шагов. Врачи дали кусок мягкого мяса, и она съела его полностью. В зале пронесся вздох облегчения. Самуэль и Лейла улыбнулись, их радость озарила комнату. Прошло 3 дня. Здоровье кошки заметно улучшилось, рана затянулась, походка стала уверенной, зеленые глаза светились живой силой, такой иной от той пустоты, что была, когда она висела на скале. Врачи подтвердили, она стабильна и готова к возвращению в дикую природу.
Самуэль и Лейла все это время навещали ее, кормили и проверяли дыхание. Кошка, казалось, запоминала их лица. Иногда она тихо мяукала при их приближении. Каждый звук звучал как приветствие. Между ними возникла странная связь, выходящая за пределы границ между человеком и хищником. Собрали совещание, врачи и рейнджеры согласились. Пора готовить выпуск. Назначили дату. Подготовили машину с клеткой. К утру транспорт отправился в сторону бескрайних равнин. Кошка лежала внутри, ее глаза сияли, будто она понимала, что свобода уже близко. Самуэль и Лейла сидели рядом, следя за каждым ее движением. Машина тряслась по пыльной дороге под жгучим солнцем. Когда прибыли к золотым степям, клетку поставили на землю. Дверь открыли. Кошка вышла медленно, сохраняя грацию в каждом движении. Она остановилась, вдохнула аромат свободы и развернулась к своим спасителям. Зеленые глаза встретились с их взглядами, светясь глубокой благодарностью. Громкое мяуканье разнеслось по равнинам, отразилось от холмов, словно объявляя возвращение. Мяуканье было одновременно яростным и теплым, заставив сердца Самуэля и Лейлы содрогнуться. Они стояли неподвижно, слов не находилось. Только счастье переполняло их души. Кошка повернулась и пошла в сторону высокой травы. Ее хвост плавно покачивался на ветру, сияя в лучах полуденного солнца. Ее фигура постепенно исчезла за далекими скалами. Самуэль и Лейла знали. Они стали свидетелями молчаливого обмена благодарностями между человеком и зверем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.